Всем привет, Зеленый шеф на связи. Что, сегодня собираем установочку гидропонную NFT методом, где водичка бежит по трубам. Вот такого плана рисуночек, смотрите, есть. То есть у нас, вот я нарисовал, водичка помпой пошла наверх по трубам, пробежала, тут соединение вот я рисовал, просчитывал сколько ж надо, пошла, опять стекла в бак. В баке стоит компрессор у нас. Он воду обогащает кислородом, и вот она по таймеру у нас будет бегать и поливать растения. Вот вид сбоку, с профиля соберу. Так вот оно будет выглядеть, такой чертежик, ну чертеж рабочий. Особенность в том, что хочу вложиться в 100 баксов, чтобы вся установка полностью стоила $100. Я думаю, это получится и по времени, чтобы это заняло немного, чтобы в день один человек мог собирать минимум 3 установки. Так, понеслась, показываю, что у нас есть. Купил профиль. Вот, обычный профиль CD для гипсокартона взял поплотнее, там был подешевле, тоньше, я взял крепенький. Вот, бак взял на 100 литров, горшки, вот они, девяточка, то, что надо будет. Здесь дырочки сделаю, трубы канализационные по 2 метра. Брал не самое дешевое, не самое дорогое, такое средненькое, чтобы вложиться в $100. Вот все соединения, груша называют ее, вот, трубки, все просчитал заранее. Но есть подозрение, что одна вот такая штука будет лишняя переходник. Но это пока что лучше больше, потом, если что, смогу сдать назад. Так, эта помпочка у нас, смотрите, она выдавливает на 2 метра, на 2,25. Вся конструкция будет 1,50 м. Надо брать, ребята, с запасом. Возьмете впритык, будет сверху струйка, еле ссать. Лучше пускай напорчик будет получше. Так, вот, все это взял. Резинки для труб. Вот, силиконить не буду, многие показывают силиконить, нет смысла силиконить, моющим средством смазываешь, моющее задерживает воду, вот резиночку эту Гала или Ферри, промазываешь и все, оно блокирует воду, и потом зато разбирать можно, собирать. Так, вот тут эти штуки, которыми буду сверлить в трубах. Вот ножницы по металлу для профиля. Будем слушать болгарскую музыку вместе с канализационными трубами, если где-то подрезать надо будет. Особенно вот трубу я взял, вот эту резать придется, она там будет на стыках. Так, ну очки по-любому, чтобы обезопаситься и перестраховаться. Шуруповерт, стандарт. 2 маркера на всякий случай, вдруг один не будет. Вот, это не смейтесь, такой метр у меня маленький. Ну ничего, другого не было, можно и таким померить 2 раза. Вот чертеж наш. Простой и понятный. Чем проще, тем лучше. Усложнять нет смысла. Надо делать все просто. Минимум затрат. Это лампа, не смотрите, это фитолампа, но она уже испорчена. Я ее буду использовать как линейку. Заряжаю шуруповерт сразу, то что в шуруповертном деле надо сразу один аккумулятор ставить на зарядку, даже если он заряжен. Ну все, вот все собрали. А, еще не хватает аквариумного компрессора. Вот представьте, что он лежит здесь, просто я его забыл дома. Все, начинаем собирать, поехали. Так, и что, какой вывод из всей этой истории, ребята? Вот сделал чертеж. Главное распланировать все четко. Смотрите, что получилось. Нету лишних кусочков. Расписал, какие размеры. Вот смотрите, 1,25 м, 1,15 м и 60 см. Используется весь профиль, нет никаких обрезков. Планирование очень важная черта. Это не то, что так наугад получилось. Сидел, выписывал, какие бы размеры, чтобы попасть именно в 3-метровые профиля и не было лишних обрезков. Мы же сами придумываем стеллаж. Вот и можем размеры выбрать любые. Теперь расставил меточки, где у меня стаканчики. Просто буду прикладывать и отмечать. Все. Лайфхак. Я люблю лайфхаки. Короче, делал с помощью шуруповерта, сверлил дырки, понял, что не вариант. И взял дрель у товарища. Вот с дрелью уже дела идут намного лучше и эффективнее. Сейчас покажу как.
главный лайфхак какой? Вот смотрите, когда сверлишь, эти штуки вот одеваются. Я одну оставил там, внутри, потому что набиваться будет много. Одну оставил, но перевернул ее. То есть они набиваются вот так и ложатся туда, ну, плотно сидят. А если одну перевернуть, это я уже по ходу дела придумал, чтобы не доставать. Вот одна перевернутая всегда там. Остальные легко доставать. И самое главное, ребята, самое главное. Когда снимаете эту штуку, не нажмите нечаянно на пусковой крючок, а то эти штуки довольно-таки острые. Теперь мы садим, вон установочку уже дырки нарезали. Теперь подготавливаем наши контейнеры. Я вот уложил такую ткань. Мы на такую ткань, кстати, садим различные культуры микрозелени, чтобы кокос не проваливался. И вот так вот насыпаю кокосик. Кокос сам по себе очень рыхлый, прикольный. Главное правильно его замочить, сделать буферизацию. Это уже подготовленный кокосик. Рассада в нем просто обожает расти. Вот, она же легко прорастает. Купил разных семян. Вот, хочу для поваров именно, чтобы знаю, что берут повара кухни. Вот, такую настурцию взял, стелющуюся разных цветов. Потом такую настурцию, императрица, там хочу с краю посадить, чтобы вилась по установке. Набрал мангольдов. Вот, ярких цветов тоже, там желтый, фиолетовый мангольд, красный. Вот, зеленый мангольд не сильно смотрится, его можно в принципе не брать. Вот. Купил огурец такой, любят цветочки, вот когда огурчики, цветочки маленькие. Вот купил такой сорт интересный, что прям как виноград растет, что будет много. И самоопыляющийся, что самое главное, потому что в помещении будем делать. Вот, потом что? Щавель, кровавая Мэри. Просто сейчас насыплю чуть-чуть семян, буквально 4-5 семечек в боксик. И опрыскаю. Здесь вот я развел, поделюсь с вами секретами, нравится мне, как стартуют хорошо на эпине. Вот, здесь у меня эпинчик. И немножко биологического препарата, чтобы не было плесени, никаких зараз. И все это поставлю в парничок. Парничок покажу вам сейчас, использую такие штуки. Это вот ящики, ну он в земле чуть-чуть грязный. Это ящики из-под рыбы. Лосось, семгу в них возят. Вот. Он там температуру держит нормальную. Накрываешь. Влажность, плюс дырки тут в нем есть, типа вот для стока воды. Короче, так, ребята, Зеленый шеф, обзор гидроустановочки. Вот мы ее только включили первый раз. Первый класс. Смотрим стыки, где капает, где не капает. Вот водичка бежит. Сделал так, чтобы 1,5-2 сантиметра воды было всегда. Потому что вдруг выключат свет, чтобы корни были в воде, чтобы быстро не пересохли растения. Сторона солнечная. Да, немножко капает. Вот, чуть-чуть подкапывает. Ненадежные эти стыки, но я их просиликоню вот здесь, и все будет в порядке. Потому что без силикона все. А пена вот это из-за того, что смазывал моющим, когда вставлял трубки, резинки все моющим средством смазывал, оно легко все вставляется. Щелк, щелк, щелк. Что у нас тут? У нас вот помпочка. Давит воду наверх. По шлангу пошло. И вот здесь дырочка вошло. Какой прикол? Шланг я не обрезал. Всякое, может где-то буду двигать, что-то переставлять. Обрезать шланг всегда мы успеем, ребята. Советую шланги обрезать. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Тут у меня он камень, компрессор аквариумный, бульбочки дает. Там вот еще один камень на 2 камня. То есть вода будет аэрированная, бежать по трубам. Здесь будет расти у нас настурция, вот она уже растет. И мангольд. На лист, срезаем лист на рестораны, отправляем. И цветок будет хороший, тоже на рестораны отправляем. Здесь вот мангольдик начал проклевываться. Вот он, красавчик. Тут кале у меня эксперимент, мангольд. Настурция, другой сорт. Спаржевая фасоль, тоже у нее классные цветки. Что-то на минвате, что-то на кокосе. Вот, на минвате настурция, на кокосе настурция. Короче, буду смотреть, изучать, на чем лучше растет, на чем больше урожай, проще, легче и эффективней. Оставайтесь на связи. Зеленый шеф будет делать обзоры дальше. Изучать гидропонику вместе.
Вот мы взяли, кстати, поделюсь с вами. У ребят собирают гидропонные установки. Вот. Это сделано из вентиляционных каналов. Это купили мы за деньги, самодельные такие. Тут наши местные ребята делают. Такие стаканчики, все. Такие. То есть она будет ровная, горизонтальная. Вот у них такие растворы тоже самодельные, А и Б. Намешали что-то. Но А явно тяжелее. Тяжелый такой, солей много растворено. Лампы. Тоже поставим ее на щавель. Там будет у меня Настурция Монгольд, тут будет щавель. Соберем ее сегодня. Такая простая установочка. Вот тут они позагинали, чтобы вода не проходила. Все по-простому. Будем сравнивать. Это горизонтальная или та наша ступенями. Посмотрим, какая эффективнее, где лучше растет, что будем изучать. Остаемся на связи. Смотрим обзоры дальше. Ставим лайки под этим видео. Колокольчики, все дела. Вперед!